имперский бриллиант Джейсон Караманис здесь, в Москве, с вами. Thank you. Hello. Здравствуйте. Okay, thank you. Sit down. Спасибо. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Wow, this is fun. Очень здорово. Спасибо. So, I was trying to think what I was going to talk about today. Я, собственно говоря, шел и думал, что же мне вам рассказать сегодня. And what I was thinking about is that, you know, we're all trying to go the same direction. Мы все пытаемся идти в одном направлении, я думал. We're all trying to achieve a certain level of success. Мы все пытаемся идти к успеху, я думал. We're all trying to rank advance. We're all trying to make more money. Мы все, каждый на своем уровне, пытаемся выйти на новый уровень, на новый ранг, заработать больше, чем мы зарабатывали раньше. And everyone's trying to go the same direction. Собственно, в целом мы все идем в одном направлении. One of the things that happens in this business is it actually creates the best in people and it creates the worst in people. И одна из вещей, которая случается в этом бизнесе, которая ответственна, собственно, за то, чтобы люди становились лучше или чтобы люди становились хуже. You see certain things happen where you might see someone that joined 2 years ago and they can barely become a sapphire. Вы можете видеть иногда людей, которые присоединились 2 года назад и еле-еле вышли на ранг сапфира. Then you see someone that joins 3 months ago and they become an emerald overnight. А потом вы видите людей, которые присоединились меньше 3 месяцев, извините, назад, и вдруг они за какие-то несколько ночей становятся эмеральдами. And then you start looking at yourself in the mirror and saying, I'm not good enough. А потом вы смотрите на себя в зеркало, и вам приходят мысли, может, я неудачник. I have to look back at my life and go, what has been my reason why I've been able to be successful? И я смотрю на себя и часто думаю, какие были мои основные причины, почему я стал таким успешным. And one of the reasons why I've been able to be successful И одна из причин, почему я смог быть успешным, is that I've never compared myself to anyone. потому что я для себя никогда себя ни с кем не сравнивал. See, when you compare yourself to other people, Когда ты сидишь и сравниваешь себя с тем или с другим, you're always going to fail. ты всегда провалишься. I never compared myself to anyone. Я никогда не сравнивал себя ни с кем. I just kept on comparing myself to myself. Я сравнивал себя с самим собой раньше. And this is part of the reasons why people end up quitting your business or they end up leaving because they don't feel like they have success and they compare themselves to everybody else. И я всегда думал, что философски это основная причина, почему люди покидают бизнес, потому что они сравнивают себя с другими, и всегда есть кто-то более успешный. Нужно сравнивать себя с самим собой. I've never compared myself to anyone. Я никогда себя ни с кем не сравнивал. Even when I was a new person in Даже network когда, marketing. даже только когда я начинал, у меня были свои вопросы. So, Adam has known me for since I was 19 and 47, 48, 29 years. Мы с Адамом знаем друг друга уже 29 лет. And we started out in the same company together. И в первой компании мы начинали вместе, собственно, примерно одновременно. And the owner of that company was not a good person. Но владелец той компании, к сожалению, был не самый хороший человек. And the owner ended up going to jail. И на самом деле даже на каком-то этапе он оказался в тюрьме. And that company ended up getting shut down by the government. И компания была закрыта правительством. I don't know if I've told anybody this, but the person that recruited me into multi-level marketing was my godmother's brother. It was like my uncle. And it was my mom's brother's wife's brother. You can hear mom's brother's wife's brother. Я никогда не говорил вам, но на самом деле человек, который впервые меня привел в эту индустрию, он был мой дальний родственник посредством крестного отца, собственно, один из родственников крестного отца по материнской линии, но, короче, очень дальний родственник. And it's interesting because
we see each other about once a year. Мы видим до сих пор друг дружку видим раз в год, наверное. Usually at Christmas time when the extended family gets together at the holidays. Обычно на Рождество, на Крисмас, когда вся наша большая семья собирается вместе за одним столом. And his name is Dennis. Его зовут Деннис. And about 2 or 3 years ago, И где-то 2 или 3 года назад my mom was talking to him. моя мама с ним сидела, и разговаривала. It's interesting because in my family, when I was younger, everyone said, "Don't talk to anybody about network marketing." В моей семье, на самом деле, когда я был еще молодым, совсем юным, традиция была: не говори ни с кем о сетевом маркетинге, это что-то не очень хорошее. So I was asked to, when I would go to family functions. И я ходил на всякие, в общем, мероприятия в рамках семейных. I was asked, please don't talk to anybody about those pyramid schemes. И мне там говорили мои родственники: слушай, перестань нам рассказывать про свои пирамиды. They said we don't want you talking about that at family functions. Мы не хотим, чтобы ты рассказывал в рамках семьи о своих пирамидальных структурах. So years later, а сейчас, вот по прошествии уже огромного количества лет, a lot of my family have joined a bunch of different pyramid schemes. Большее количество членов моей семьи присоединилось к тому, что они когда-то называли пирамидальные структуры. So I want to tell some funny stories about my family. This is the time to tell it. И если вы хотите послушать смешные истории про мою семью, на самом деле, наверное, это подходящий этап развития, когда можно рассказать о моей семье. So this is about 5 years ago. Где-то 5 лет назад. So I'm sitting between. Some of you remember my ex-girlfriend Magda. I was sitting between her on one side and my mom on the other. Возможно, вы помните, что у меня была девушка, с которой встречался. Ее звали Магда, она сидела рядом, потом сидел я, потом моя мама. And one of my aunts. И одна из моих тетушек was talking about another direct selling company called Arbonne. Говорила про еще одну, как она сказала, сетевую компанию, которая зовется Arbonne. Because she signed up in this company and was talking how great it was. Она туда только подписалась, она была очень вдохновлена, она считала, что это лучшее, что есть. And she started saying, in her mind, she said, "Oh, this isn't like what Jason does. Jason does those pyramid schemes." И она говорила, что это не то, что делает Джейсон, это совсем иное. У Джейсона какие-то пирамиды, это настоящая вещь. And both my girlfriend and my mother grabbed my legs and put their nails into my thighs so I wouldn't talk. И моя мама, и моя девушка с двух сторон просто когтями впились в мои коленки, чтобы я закрыл рот и молчал, и не возражал никоим образом. And I just sat there and started turning red in my face. А я, собственно, из-за боли стал краснеть, потому что они когтями впились в колени. So that was one experience with my family. И это был такой очень смешной, в общем, опыт, который я прожил не так давно со своей семьей. Another experience in my family was I helped my ex build a downline in a company called Monavi, which we now know that Jeunesse owns, but 6 years ago or 7 years ago, before Jeunesse started, I helped my ex Magda build a downline in Monavi. Этой девушке, которая была моя, собственно, предыдущая девушка, я ей помогал строить, когда она строила свой бизнес в Монави. Возможно, вы знаете, что была такая хорошая компания Монави, которой сейчас уже больше нет. Jeunesse ее приобрела и полностью поглотила. Но тогда она существовала, она была достаточно хорошей компанией. Моя девушка работала в ней, и я ей помогал, собственно, понимать азы этого бизнеса и строить свой бизнес. So we were at another family function. И мы сидели на другом собрании нашей большой семьи. And I don't talk about my business in front of my family. И как обычно, моя семья не разрешает мне говорить о моем бизнесе, я сижу и молчу. So we're sitting there, and I have about 7 or 8 of my cousins. И мы сидим там, у нас большая семья, опять сидят мои кузины, и их человек 7 или 8. So they're all talking about how great this company is, this new company they all joined, how amazing this company is. И они все говорят, как прекрасна эта компания, к которой они недавно все только что присоединились.
and that they're selling this product with acai berry juice. И они все с таким удовольствием пьют этот сок, который сделан из ягоды acai, и все наслаждаются этим делом. And me and my ex, Magda, we're laughing because she's a black diamond in that company making $100,000 a month. А мы сидим и смеемся, потому что они не знают, что моя девушка, она, собственно, Магда, и она черный бриллиант в то время в этой компании, и она зарабатывает порядка $100,000 в месяц. And nobody in my family knew. А в моей семье никто об этом не знает, они только присоединились, они начинающие, но они же радуются от высока. And they all joined someone else's team. Они все присоединились к чьим-то еще командам, потому что мне было запрещено говорить в рамках моей семьи об этом бизнесе. And basically my cousin Peter comes up to me. И мой кузен Питер подходит ко мне. He goes, I thought I saw Magda on a video. И он говорит, слушай, по-моему, я твою Магду видел на каком-то видео в нашей компании. And I was like, yeah, she's kind of doing that business a little. Я говорю, да, она там начала что-то делать, я не очень знаю, что, но что-то там делает. Now, the funny thing about this is, ну что, в общем, смешно в рамках этого всего собрания? The people in your life that are the closest to you are the ones that are usually the most negative about you. К чему я все это говорю? Что те люди, которые ближе вам всех по родству, очень часто они наиболее негативны по поводу того, чем вы занимаетесь. It's really hard. I mean, this is not something that's just about you. This is about everybody. И это не то, что происходит только с каждым из вас. Так происходит везде и всегда и со всеми. I mean, I remember the reason why I decided to stop talking to my family about what I did was about 20 years ago. И одна из причин, почему я перестал говорить со своей семьей о том, чем я занимаюсь и где я зарабатываю, кстати, это произошло порядка 20 лет назад. I have a very successful, very rich uncle. У меня один из моих дядей, мой дядя, он очень богатый и очень успешный человек. He's a lawyer. Он юрист. One of the top lawyers in Los Angeles. Один из самых крутых юристов в Лос-Анджелесе. And he would have private parties at his home. И у него частные вечеринки проходят в его большом доме, который он, собственно, запускает. I was a young man, and so I was excited. I talked about what I was doing. Я тогда еще был молодым, я только начал в сетевом, я приходил к нему на вечеринки и с серьезными людьми разговаривал о том, что я делаю, и хотел их подписать. And so, at one of his parties, he pulled me aside. И на одной из таких вечеринок он мне подошел, дернул меня за рукав и вытащил с вечеринки. He said, "Look, I don't want you talking to any of my friends." И он сказал мне, слушай, закрой свой рот, перестань с моими друзьями общаться. Don't talk to any of my friends about those pyramid schemes. Перестань общаться по поводу своих пирамид с моими серьезными товарищами. So the moral of the story is that I did honor him. I respected his wishes. К чему я это все рассказываю? В чем мораль этой истории? Я уважил своего дядю, я, конечно, перестал на его вечеринках общаться. But now it's really funny because every time I go to a family function. Но сейчас все изменилось, и это смешно, в этом ирония. Каждый раз сейчас, когда я встречаюсь со своей семьей. So about 2 years ago, because of Jeunesse, one of the things that I've been able to do is invest in other businesses. Из-за Jeunesse, из этого бизнеса, которого я развиваю в рамках Jeunesse, я смог реинвестировать во много других бизнесов, свои личные сбережения. So I have many other businesses outside of multi-level marketing. I have real estate companies, I have hair salons. И сейчас на своем уровне развития, на своем уровне зажиточности я инвестировал много денег. Я владею многими компаниями в традиционных видах бизнеса. I own a private fitness gym. У меня есть свой салон спортивный, у меня есть свой большой салон красоты, у меня есть еще другие предприятия, которые мне принадлежат. One of the favorite investments that I made. Одно из моих любимых инвестиций was that I invested in an exotic car dealership. У меня свой автосалон, где продаются только экзотические редкие автомобили. So any of you that ever come to Los Angeles, if you ever come visit me in Los Angeles, если вы когда-нибудь побываете в Лос-Анджелесе, as long as you have a permit to drive, and если у вас, кстати, есть, конечно, права на вождение автомобиля, you get your choice of whatever exotic car you want. Приезжайте ко мне в автосалон, взгляните на него и можете даже прокатиться на одном из экзотических автомобилей. Anybody that visits me in Los Angeles, все, кто приезжает ко мне в гости в Лос-Анджелес, we have many cars to choose from.
У меня в салоне действительно уйма автомобилей, очень много. So now every year I pull up to my family and it's I think this year I got a new Rolls Royce. И каждый раз, когда приезжаю на сходки своей семьи, своих родственников, я приезжаю на новой машине. В прошлом году я приехал на экзотическом редком Rolls-Royce. Then the next month I pulled up in a Maserati. А через месяц опять у нас была какая-то вечеринка, и я приехал на Мазерати. Then the next month it was a Bentley. А через месяц я приехал на Бентли. Okay, and my family's going, what is going on? What's going on? А те члены моей семьи, которые запрещали мне общаться с ними, сейчас сидят и думают, что происходит вообще, чем он занимается. So the fun thing about being and helping a lot of people become successful is that, you know, you get to have some rewards in life. Но в этом и суть этого бизнеса. Я помог большому количеству людей стать успешными и получил за это свои награды. So you know, I didn't really ever buy. I was very successful, but up until I actually bought a car dealership, I was never driving a lot of exotic cars. I just had one car, but раньше у меня была всего одна машина, и я водил эту одну машину очень долго. А потом я купил целый автосалон, и сейчас у меня много машин, и я вожу какие хочу. And it's interesting because I look at cars differently now. It's similar to how I look at Jeunesse products. I look at them as a lot of people look at cars as like, oh, I want to drive a Rolls Royce. Oh, I want to drive a Ferrari. Oh, I want to drive this fancy car. Я вам хочу сказать, что даже психологически мое отношение к машинам сейчас изменилось. Раньше я мечтал о какой-то одной машине. У меня была мечта о конкретной машине. А сейчас у меня есть очень много и разных. I don't even drive my sports cars. I don't drive them that often. I let my friends drive. И их столько много, что мне даже уже неинтересно их водить. Когда ко мне приезжают друзья, я просто отдаю ключи, и они наслаждаются и водят эти спортивные машины, а меня это уже даже не вставляет никак. Because it's a lot, but this is true, because a lot, like это правда, это правда. If you have a Rolls Royce, если у вас есть мечта, и она сбылась, и у вас есть Rolls-Royce. Okay, I have two of them. У меня их несколько. Okay. What is it? What's the meaning of that? В чем фишка, в чем значение этого? It's just a piece of metal. В конечном итоге это всего лишь новая куча металла, которую ты приобрел. When I let people borrow the car, когда я помогаю своему другу, разрешаю ему одолжить машину и покататься, I say simply two things. Я говорю две вещи. Okay? Be careful. Ну, во-первых, будь осторожен, естественно. And if you have an accident, don't hide it from me. Just tell me what happened. И если вдруг ты ее побьешь, не бойся, просто скажи мне, что я ее ударил. Бывает. I'm more concerned about you than I'm concerned about. Мне гораздо важно, чтобы ты чувствовал себя хорошо и был в добром здравии, чем если ты вдруг ударишь крыло моей машины, и ради Бога. Because all they are tools. Потому что все это инструменты в нашей жизни. They're lifestyle tools. Это может быть инструменты определенного уровня жизни, но это все равно инструменты жизни. And when you start to look at things differently, when you start to look at things like, oh well, I can do things to help other people, and I can do things to encourage other people. Когда ты начинаешь думать концептуально по-другому, когда ты думаешь, что я могу вести жизнь так и делать в жизни такие вещи, чтобы помогать другим людям, it helps people imagine what they can achieve in their life. Это помогает тем людям, которым ты помогаешь, создавать свою мечту и понимать то, куда они стремятся, то, чего они достигают и чего они хотят достичь. There have been some people that I know in here that have come to visit me in Los Angeles. Я знаю, что некоторые из вас, сидящих в зале, здесь есть такие люди, которые были у меня уже в Лос-Анджелесе. You know, I live in the same home. Я живу, кстати сказать, все в том же доме, я не переехал. I could afford to live in a $20 million home in Beverly Hills, but I live in the exact same home where I've lived for the last 15 Я хотел купить дом за 20 миллионов, кстати сказать, в Беверли-Хиллз, но потом решил остаться в том, в котором я живу, потому что я к нему привык. And you know, in life, you go through just the evolution of life. В своей истории жизни каждый в своей проживает разные этапы эволюции своей. And one thing that financial success gives you is, I think that money does two things. И что он дает финансовую успешность? Деньги, на самом деле, в моем понимании, видении мира,
делают две вещи. It gives you great power, and it also gives you great responsibility. Во-первых, это большая сила, но во-вторых, это и большая ответственность. How do you use that? Как вы используете эту силу и эту ответственность? You do good in the world with that? Если вы используете ее с хорошими предназначениями. So, how I try to give back to the world is by trying to help people in life. Собственно, я всегда думаю о том, как я возвращаю этому миру, как я возвращаю людям, которые, возможно, менее зажиточны, чем я. And I want to say this, that I'm not that great. Everyone thinks, oh, Jason, he's great. He's the greatest leader around. I'm not that great. И, возможно, многие из вас, сидящих в зале, думают: о, вот Джейсон, вот великий человек, вот полубог. На самом деле я обычный человек, и я себе думаю, что я совсем не самый великий, и не самый крутой, и, может быть, даже не самый хороший. What probably makes me a good leader Я, возможно, очень хороший лидер. is that I understand human nature. И почему я хороший лидер? Я думаю, потому что я понимаю естество, натуру людскую. And I understand what people want. Я понимаю, что люди хотят. And I try to help them achieve what they want. И я стараюсь помочь им достичь того, чего они хотят. And that's probably what makes me successful, is that I've tried to help all of my leaders throughout my entire business, both here in Russia as well as throughout the entire world. I've tried to help all of my leaders achieve what they wanted to achieve. И это то, что делает меня таким великим в глазах многих других людей. Именно то, что я пытаюсь помочь всем своим людям, всем своим лидерам достичь тех целей, которые они ставят перед собой. И это я делаю по всему миру, включая здесь, в вашей стране, в России. When I started out in Jeunesse, I built one leader at a time. Когда я начинал в Jeunesse еще, я, собственно, работал с каждым лидером в отдельности. Я не мог работать сразу с большой группой лидеров. And it's important that you understand that when you're building a business of people, you have a responsibility to understand what those people are looking for. И когда ты работаешь с людьми, очень важно, это большая ответственность, понимать, что хочет каждый отдельный человек. Not everyone has the same goals. Потому что у людей цели-то, собственно, разные. Not everyone has the same dreams. И разная, у каждого своя мечта. But everyone has something that they're desiring for. Но у каждого есть свое огромное, большое стремление где-то внутри. I'd like to believe that everyone would say, yes, we're here because we want to have a better life. Хочется, конечно, сказать, чтобы каждый из вас ответил: да, я сюда пришел, потому что я хочу лучшее качество жизни. What does that mean specifically? Но что это значит специфично? Разложить это по камушкам. To some of you might just want to be able to say, hey, I can afford to have a nicer car, I can afford to pay off my bills, I can take care of my family more. Один говорит себе: я хочу лучшую машину, другой хочет расплатиться с долгами, третий хочет помочь своей семье. And to some of you want to have big goals and big dreams, and you want to become successful and buy nice exotic cars, you want to have other businesses. There's many things you can do. А кто-то хочет покупать экзотические машины, кто-то хочет инвестировать в большой бизнес, кто-то хочет еще какую-то вещь достичь или добиться. I've been at one point in my career, I've been sitting where all of you have been sitting. И я вам хочу сказать всем, что были этапы в моей карьере, когда я сидел тоже там где-то в конце, где, возможно, сидит сейчас кто-то из вас. And something that I listened to Lyndon talk about Susan is that it's not where you start, it's where you end up. Я вот слушал Линдона, как он рассказывал о Сузан, и вот, собственно, это резонировало со мной неким образом. And a lot of people quit the business before they get to where they end up. Я хочу сказать, что многие люди начинают, собственно, покидать бизнес до того, как они начинают понимать, чего они могут достичь. And that's part of the problem of this business, is that some people they give up too soon. И это одна из проблем этого бизнеса. Иногда люди сдаются очень-очень быстро. So
Has anyone in the room ever run a marathon? Has anyone ever run a marathon? Кто-то в зале когда-то пытался бежать марафон? You've run a marathon? Вы бежали марафон? Okay. A couple people run a marathon. Okay. I've never run a marathon. Я никогда не пытался даже. I've never trained to run a marathon. Я никогда даже не тренировался с этой целью. So, you know, that's a pretty intensive task to run a marathon. Это очень серьезное, собственно, задание попытаться пробежать марафон. How many people have the strength to do that? У сколького количества людей могут найти силы, чтобы выдержать такую нагрузку? That's basically what you're doing in Jeunesse. You're running a marathon. И очень часто это сравнимо с тем, что вы делаете в нашем бизнесе в Jeunesse. Это попытка пробежать. You have to learn, okay, that this is a marathon business. This is not a business where you just sprint 100 yards and stop. Но надо иметь настрой ума именно такой, как я вам сейчас говорю, что это бизнес-марафон, что это не спринт, когда вы пробегаете 100 метров и, собственно, на этом дистанция закончена. It's about consistent effort over a long period of time. Это постоянное напряжение в течение большого промежутка времени. And that consistent effort over a long period of time is what creates the evolution of the geometric progression of your downline. Но это именно вот это постоянное напряжение на большом промежутке времени и создает эту геометрическую прогрессию, эту эволюцию, которая выталкивает вас на качественно новый уровень. A lot of people give up before they finish the marathon. Много людей сдаются до того, как они добежали до конца марафона. Don't give up. Не сдавайтесь. Commit to running the marathon of Jeunesse. Забейтесь на марафон с компанией Jeunesse. And you will too at one point in time find the benefits that you desire. И придет время, я уверен, что вы пожнете, собственно, урожай успеха того, на который вы целились. There are many times that I've wanted to give up. Я 1000 раз хотел сдаться. Many times. Много раз. Just don't think just because Jason's on stage and he's successful that he hasn't wanted to give up just like you. Не думайте, что здесь Джейсон, и он самый большой человек, и самый успешный человек, и он никогда не хотел сдаться. I've had my bad days. У меня были плохие дни в моей карьере тоже. You know, I'm probably more emotional than most Russians. I cry in my pillow. Я, возможно, более эмоциональный, чем многие русские, потому что у меня были дни, когда я даже плакал в свою подушку. I wonder, Oleg, do you ever cry in your pillow? I cry in my pillow. Олег, а ты когда-то плакал в свою подушку по-честному? Yeah. You know, I mean, when you have those bad days, и когда к тебе приходят такие плохие дни, go grab your pillow and cry in your pillow. Когда у тебя в судьбе черные дни, имейте свою подушку, чтобы не поплакать. My upline Jason cries in its pillow. It's okay for me to cry in my pillow. И вы можете для себя придумать этот excuse, эту извиняловку, что даже если даже Джейсон плачет в подушку, то почему бы мне не поплакаться, собственно? I'm not kidding. I cry in my pillow all the time. Я не шучу. По-честному, у меня есть такая подушка. No. You know what's funny is that just because I'm successful, I still get rejection. И потому что я такой успешный, это ничего не значит. Даже у меня люди мне порой отказывают. People still say no to me. Люди иногда мне говорят нет. Вы можете себе такое представить? It's a lot smaller now than it was, 6-7 years ago. Конечно, гораздо меньше, чем тогда, когда я начинал. Но даже на моем нынешнем уровне развития мне иногда говорят нет. Now I don't care as much and I don't cry as much. But сейчас, конечно, мне на это глубоко наплевать очень часто. И я не плачу, пока что нет свою подушку. And that's part of the process of learning about this business. Но это часть того процесса, которому стоит научиться в рамках этого бизнеса. You have to understand that we're all the same. Мы все одинаковые, мы все люди, это надо понять. Some people are going to learn how to run that marathon faster and better than others. Одни люди научатся бежать марафон быстрее, другие будут учиться дольше. Don't compare yourself to other marathon runners. Не сравнивайте себя с другими бегунами марафона. Compare yourself to yourself. Сравнивайте себя с собой предыдущим. I've never ever in my entire life looked at any of my friends
and ever said, I'm going to be better than that person. Я никогда не отсчитывал свой успех от успехов других. Я никогда не говорил, я буду лучше, чем он. I've always looked at one person and said, I'm going to be better. Я всегда смотрел на одного человека, от которого я отсчитывал себя нового. Myself. Я отсчитывал себя от себя вчерашнего. I try to be better than myself. Я хотел быть собой сегодняшним лучше, чем собой вчерашним. Now, what does that mean? Be better than yourself. Что значит быть лучшим It сегодняшним? means every day do a little bit more. Every day go a little bit further. Every day do something for your downline a little bit extra. В каждом новом дне ты должен совершить что-то, сделать фактически на шаг больше, чем ты сделал в предыдущем. Будь то в развитии самого себя, будь то в желании помочь своим линиям, своим партнерам, с которым ты работаешь, чтобы они стали лучшими собой, но надо идти на шаг дальше. Invest your time, invest your money, invest your resources, invest your energy. Do a little bit extra of that every single day. Инвестируй самого себя, инвестируй свою энергию, инвестируй свое время, инвестируй свои деньги, инвестируй на каждом новом шаге в себя, в своих друзей, в свое развитие, в развитие своих друзей. That's what separates someone that's about to have success versus someone that's never going to get out of their own way. И это то, что, собственно, и является той линией раздела между тем, кто будет успешным, и между тем, кто не достигает успеха. So for you as leaders in this business, Для вас, как лидеров в рамках этого бизнеса, you have to choose a direction. You have to choose how you're going to run that marathon. выберите свой путь, выберите свое направление, выберите свой марафон, как его бежать. Sometimes a lot of people, they start out that marathon, they're running so fast. Иногда люди начинают с яростью, бегут первую часть марафона, первый отрезок дистанции. By the time they get halfway through the marathon, they already quit the business. Но пока они, до той поры, когда они добегают до половины дистанции, у них уже нет сил, и они бросают бизнес. So if you feel yourself stressed out because you're running so fast, Если вы чувствуете, что у вас огромный стресс, потому что вы бежите очень быстро, take some quiet time, сбавьте скорость, sit down and write out your goals, перепишите свои цели, and reevaluate how you're going to run that marathon. переоцените дистанцию, как вы можете ее бежать дальше. And as you're running that marathon, you should understand that don't compare yourself to the people that are going by you. И не сравнивайте себя с теми, кто вас, возможно, обогнали. Because if you compare yourself to the runners that are going by you, okay, maybe that guy's been running for 20 years. И если вы себя сравниваете с каким-то парнем, который вас обогнал, но не знаете, что он бегает уже 20 лет, And you just started running. а вы только начинающий бегун, So, being more specific about what I'm talking about. будьте специфичны о себе и своих целях. I've been doing this business since I was 17 years old. Я начал в этом бизнесе, когда мне было 17 лет от роду. I'm now 48. Сейчас мне 48. 31 years of doing this business. 31 год я в этом бизнесе. Okay? So I have been running a marathon for a very long time. В этом бизнесе я уже давно марафонец. I have a certain skill set. У меня уже давно выработаны все навыки в этом бизнесе. I have a certain knowledge. У меня уже давно огромная уйма знаний по поводу этого I бизнеса. have certain understandings. У меня глубокое понимание этого бизнеса. I have a lot of experiences, some good, some bad, and some ugly. У меня огромный опыт, и хороший, и плохой, и самый плохой. Okay? This isn't my first rodeo. It's an expression in the United States. This isn't my first football match or my first game. Как мы говорим в Штатах, это не мой первый футбольный матч, это не моя первая игра. So, if we're starting together and you've never been in this industry before and we're starting the marathon, obviously I have more experience and more resources to run that marathon than you do. Если вы сравниваете себя со мной, допустим, с 30-летним опытом в рамках этого бизнеса, конечно, я вас обгоню, потому что в этом бизнесе я уже марафонец. Just don't compare yourself to any other marathon runner. Сравнивайте себя с другим бегуном. Because once you start comparing yourself to anybody else, you will fail. Потому что как только вы начинаете сравнивать себя с кем-то другим, это первый путь к тому, чтобы не быть успешным. I mean, I actually haven't. I met Susan, I think, once
but I've never seen a presentation. So, but that's really inspiring to see someone, you know, we have stories like that all over the world. Я встречался с Сузан, про которую рассказывал Линдон. Я встречался с ней однажды, и я хочу вам сказать, что это действительно очень вдохновляющая история. Но у нас много таких историй по всему миру. I think probably one of the most inspirational stories of Jeunesse is probably one of our, I don't know, has Tina gone Triple Diamond yet? Yeah. One of the most inspirational stories is probably of one of our Triple Diamonds, Tina Hu. Одна из самых вдохновляющих меня историй – это история тройного бриллианта. Сейчас эта женщина, которую зовут Тина Ху, она тройной бриллиант уже. Tina's not one of my personals. My sponsor, Kim Wee, is Tina's sponsor. Она не мой личный, кстати, что называется, не тот человек, которого я прорекрутировал. Tina inspires me. Но она меня вдохновляет. She just always inspires me. Она постоянно не устает меня вдохновлять. She has over 50 diamonds in her downline. У нее в даунлиниях уже 50 бриллиантов. She currently is she's probably making, I'm assuming she's probably making close to $100,000 per week. Она сейчас где-то, наверное, в районе, если не ошибаюсь, $100,000 еженедельного дохода. Here's what's exciting. What's exciting about that? Но не это меня вдохновляет. Okay? Did any of you know that Tina 8 years ago was scrubbing toilets? 8 лет назад она, собственно, мыла туалеты. 8 years ago, Tina was in Los Angeles and was a maid cleaning other people's homes and toilets and was a maid. 8 лет назад она работала той самой служанкой, которую вызывают для того, чтобы убрать квартиру и помыть туалет. It's the most inspirational story of all of Jeunesse. Это одна из самых, наверное, вдохновляющих меня историй в рамках нашей компании Jeunesse. Here's a woman that was a housekeeper cleaning someone else's house and their toilets. Она убирала квартиры, она мыла туалеты, она работала вот таким вот образом. And now she's one of the top income earners in all of Jeunesse. И сейчас она один из самых высших чеков в рамках нашей компании, зарабатывает очень много денег. She was in one other network marketing company before Jeunesse. До Jeunesse, справедливости ради, стоит отметить, она была еще в одной сетевой компании. And she has been with Jeunesse since its beginning. Но потом она перешла в Jeunesse и была в Jeunesse, собственно, с самого старта, с самого начала компании. Actually, it's more like 10 years ago she was a maid now, because she was with Jeunesse now for 7 years. Сейчас я складываю цифры, и на самом деле у меня не сходятся, да, наверное, лет не 8, а 10 назад она была уборщицей. But think how inspirational that story is. Но тем не менее, от этого история вся не становится менее вдохновительной для меня. And she's one of the most amazing leaders in the company. Она один из лучших лидеров на сегодняшний день в нашей компании. I share this with you because really it's not about where you start, it's about where you end up. И я хочу поделиться с вами этой историей не для того, чтобы сказать, сравнивайте себя с кем-то. Все зависит не от того, где вы стартуете, а чего вы достигаете. And running that marathon in this business is going to either create success or create failure. И бег на марафонскую дистанцию в рамках этого бизнеса, это вот такой же вот забег и для нее, и он может создать либо успех, либо провал. How are you going to manage running that marathon? Как вы побежите свой марафон? That's the question for all of you leaders. How do you manage that? Это вопрос, который каждому стоит задать самому себе. Как вы будете управлять своим марафоном? Thank you very much for your time. И спасибо вам большое за ваше время. A big round of applause to Jason Caramani.